Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Рада приветствовать всех новичков, на своем канале, а также всех подписчиков. Спасибо большое за ваши лайки, за ваши комментарии. Очень приятно, за ваши отзывы. Не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А я к вам с новым видео и вот с такими ниточками. Мы с ними уже с вами работали. Но напомню, это получается Yarnard Jeans. 55% хлопка, 45% полиакрила. Отличные ниточки для детских вещей. Моточки здесь небольшие, выпускаются по 50 грамм, 160 метров. И рекомендует производитель нам брать крючок 3,5 миллиметра. Что мы и делаем. 3,5 миллиметра. Решила взять сегодня вот такое сочетание цветов. На камере показывает немножко другой цвет, такой ярко-изумрудный. На самом деле это молодая травка. Кому интересно, цвет получается здесь 60. Да, 60. Ну что, свяжем? Узор, конечно, можно вязать из одного цвета, из 3 цветов, 4. Мы сегодня сделаем из 2 цветов. Кто смотрел мои видео и уже знает, кто не смотрел, обязательно посмотрите предыдущие видео, лайкните, прокомментируйте. Так вот, я набираю небольшие образцы в районе 30 петелек. Этого нам будет вполне достаточно, чтобы показать сам принцип узора, а также, чтобы рассчитать необходимое количество материала для будущих изделий. Итак, не отходим от традиции. Сегодня мы с вами набираем точно так же 30 воздушных петелек. Зафиксировали. И поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот воздушная цепочка нашего будущего узора. Что делаем дальше? 3 петли подъема. 1, 2, 3. Чтобы не ошибиться, давайте посчитаем 5-ю петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ю вяжем столбик без накида. Ой, господи, столбик с накидом. С накидом. Здесь все будут столбики с накидом. Итак, вот у нас получилось уже 2 столбика, да? 3 петельки подъема, 1 столбик. Сам столбик это уже 2. Следующую петельку опять вяжем столбиком с накидом 3. Столбик с накидом 4. И так далее до конца ряда. То есть первый ряд у нас состоит из столбиков с накидом. У вас должно получиться 30 столбиков с накидом. Давайте встретимся в конце ряда. Так, смотрите, вот довязали до конца ряда 30 столбиков с накидом. Что делаем дальше? 3 петли подъема. 1, 2, 3. Поворот. И следующие 4 столбика с накидом провязываем столбиками с накидом. 1, 2, 3, 4. Итого у нас получилось 5 столбиков, да? Помните, что первые 3 петельки подъема это у нас столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 2 воздушные петли. Пропускаем 2 столбика снизу. 1, 2. И в 3 вяжем столбик с накидом. Так. И следующие 6 столбиков провязываем точно так же столбиками с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итого у нас получилось здесь 7 столбиков, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Повторяем дальше. Опять 2 воздушные петли. 2 столбика пропускаем. И с 3-го вяжем 7 столбиков с накидом. То есть ничего сложного. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 2 столбика. И с 3-го вяжем последние, получается, 5 оставшихся столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы заканчиваем точно так, как и начали. Итак, 1, 2, 3, 4,
И в последние петельки, самую, там 3 петельки подъема было, в самую верхнюю провязываем столбик с накидом. Итак, вот такая картина у нас получается. Дальше вы перевернете, да, естественно, наше вязание. И вы должны будете повторить точно так же, точь в точь, без изменений. Еще 10 рядов. 10. Угу. Как только свяжем 10 рядов, мы с вами встречаемся, и я показываю, что делаем дальше. Понятно? То есть вы провязали уже 1, да? Начально это 2. Итого должно получиться 12 рядов. То есть вы сейчас еще делаете 10 вот точно таких же рядов. То есть вы вяжете 5 столбиков, 2 воздушные петельки, 7 столбиков, 2 воздушные петельки, 7 столбиков, 2 воздушные петельки, 5 столбиков. Обратно таким же образом. 5, 7, 7, 5, 5, 7, 7, 5 и так далее, далее. В общем, вы вяжете еще 10 рядов. Давайте. Итак, смотрите, какая красота получается. Я связала еще 10 рядов. Итого 12, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ниточку я уже отрезала, потому что зеленые нитки мне уже не понадобятся. Я присоединяю белый цвет. Итак, смотрите, здесь очень интересно присоединяется ниточка беленькая. Каким образом? Мы сейчас будем разговаривать с вами про окошечки. Окошечко, 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 да? Вот в первое окошечко вводим крючок. Таким вот образом. Захватываем нашу, хвостик побольше сделаю, захватываем нашу белую ниточку, протягиваем через это окошечко, делаем одну воздушную петлю. А теперь будьте внимательны. Нам же нужно как-то здесь ниточку зафиксировать. Так, что мы будем делать? Берем вот этот вот кончик, перебрасываем через нашу нитку, таким вот образом. Видите? Перебросили ниточку вот эту вот. И еще раз воздушная петля. Есть. Теперь опять эту же ниточку, кончик перебрасываем на другую сторону. Так, крестообразно. Перебросили. Секундочку. Перебросили. И провязываем еще одну воздушную петельку. Все. Ниточка зафиксирована. Мы можем спокойно уже и даже и отрезать. 3 воздушные петельки, которые мы вот провязали крючочком. Это мы сделали первый столбик с накидом. Это получается 3 петельки подъема. Итак, смотрите внимательно. У нас здесь будет веерочек. Так, но чтобы у нас так вот не болтался, да, мы должны будем его зафиксировать. Каким образом? Получается, к следующему, вот видите, где заканчивается петелька, к этому ряду мы должны будем зафиксировать. Считаем 1, 2, 3, 4. Между 4 и 5. Вот сюда. Что делаем? Мы вводим крючок. Сейчас покажу, чтобы вам было понятно и удобно. Вот так вот вводим крючок. Угу. Захватываем ниточку. И сразу же протягиваем и через белую нашу петельку. Все, зафиксировали. Веерок теперь никуда не денется. Теперь будем вязать сам веерочек. Накид. И вот в это первое окошечко мы вяжем столбик с накидом. Есть. 1 воздушная петля. И сюда же мы вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. Все, наш веерочек готов. Первый. Угу. Вот такая вот красота. Что делаем дальше? Дальше мы делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перескакиваем к следующему нашему окошечку. Вот к этому окошечку. И делаем такой же веерочек. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 1 воздушная петля и сюда же 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. У нас получился еще один веерочек. Продолжаем 5 воздушных петелек и провязываем, вот в нашем случае последнее уже окошечко, мы провязываем опять веерочек. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Вот. У нас с вами получились вот такие вот веерочки. Угу. Что делаем дальше? Мы должны опять этот веерочек с вами зафиксировать. Мы опять отсчитываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И между 4 и 5 вводим вот так вот крючок. Захватываем ниточку,
и провязываем в петельку. То есть ничего сложного. Теперь немножечко покрутим наше вязание, повернулись, так, и должны будем вернуться к центру нашего веерочка. В верхушку первого столбика вводим крючок и провязываем соединительной петелькой. Вот так вот, раз. Следующую верхушку также ввели, провязали 2, так. И теперь смотрите, мы должны будем войти в центр нашего веерочка, но при этом захватив следующее окошечко. Немножечко сложновато, но вы сейчас поймете принцип и будете вязать спокойно. Итак, окошко захватили, следующее. Веерочек захватили, ниточку протянули, так, вот, и зафиксировали. Дальше что мы делаем? Поворот. И делаем 2 петли подъема. Раз, два. Этот столбик, 2 петли подъема мы сымитировали столбик с накидом. Но мы должны опять с вами зафиксировать наш веерочек. Верно? Итак, смотрите. Тут просто с краешку немножко покрутить, а дальше все будет нормально. Итак, опять считаем. Раз, два, три, 4. Между 4 и 5 мы вводим крючок, захватываем ниточку и провязываем. Все. Мы зафиксировали свой веерочек, никуда он не денется. И мы опять с вами поворачиваем вязание. Так. Делаем накид. И вот мы захватывали окошечко с арочкой, да? Вот. Сюда же мы делаем второй столбик. 1 воздушная петля. И сюда же еще делаем 2 столбика. Раз. И 2. Понятно? Вот так вот немножко покрутили. И вот наш веерочек зафиксирован. Готов, красивый. Что делаем дальше? Дальше мы повторяем также. Мы делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Накид. Захватываем, помните, да? Мы захватываем окошечко и захватываем арочку веерочка. И вот сюда спокойно, уже никуда не крутя, ничего, мы провязываем столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом. 2. Воздушная петелька. Столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом. 2. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И у нас остается последний веерочек. Точно так же. Захватили окошечко. Захватили арочку веерочка. Раз. 2. 1 воздушная петля. И опять. Раз. И 2. У нас с вами получился следующий веерочек. И мы должны его точно так же с вами между 4 и 5 столбиком присоединить. Да, чтобы он у нас не болтался. Видите? Вот. Раз, два, 3, 4. Вот. Между 4 и 5 столбиком вводим крючок. Захватываем ниточку. И протягиваем. Все. Готово. Видите? Вот наши веерочки. Зафиксированы, зафиксированы. Этот у нас, получается, будет фиксироваться непосредственно в окошечке. Мы должны опять вернуться к центру веерочка, вот в эту арочку. Да? Что мы делаем? Мы точно так же с вами провязываем соединительной петелькой. Возвращаемся обратно. Ввели крючок за верхушечку. Захватили ниточку, провязали. Ввели крючок в верхушечку. Захватили ниточку, провязали. Все, мы с вами в центре, но не забываем, что мы должны захватить следующее окошко. Так, смотрите. Веерочек и следующее окошко. Захватили и вместе провязываем. Раз. 2 воздушные петельки. Раз, два. И не забываем, что мы сейчас должны будем зафиксировать наш веерочек. Так, точно так же, смотрите. Считаем 4 столбика. Раз, два, 3, 4. Следующего, да, ряда. Между 4 и 5 вводим крючок. Захватываем ниточку и протягиваем ее через нашу петельку. Все. Что делаем дальше? Накид. И точно так же в окошечко вместе с арочкой провязываем еще 1 столбик с накидом. Есть. 1 воздушная петля и опять 2 столбика с накидом. Мы сформировали следующий наш веерочек. И продолжаем все то же самое. 5 воздушных петелек.
3, 4, 5. И точно так же захватываем веерочек, ниже находящееся окошечко. Так, и провязываем опять новый веерочек. Ничего сложного, да? Тут самое главное понять принцип, и дальше все получается как по маслу. Итак, сейчас вы самостоятельно заканчиваете третий ряд, не забудьте зафиксировать. Потом переходите на четвертый ряд, зафиксировали, провязали четвертый ряд. И вот здесь непосредственно, когда зафиксируем, будем переходить на пятый, я вас встречаю и показываю, какие особенности провязывания пятого ряда. Договорились? Давайте. Самостоятельно третий, самостоятельно четвертый. Итак, смотрите, вот такая красота получается, да? Связали мы 4 ряда. Раз, два, три, 4. Вот пятый. Зафиксировали, провязали точно так же веерочек. А теперь внимательно. Мы провязываем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Так. Потом, смотрите, опускаемся вниз к самому первому вот этой вот дорожке из воздушных петелек. Захватываем их все. Так. И провязываем как столбик без накида. Раз. Еще раз 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот, смотрите. Вот такая вот у нас получится бабочка, да? И сюда опять делаем веерочек. Итак, накид. Захватываем нашу арочку веерочка. Захватываем наше окошечко. Следующее. И вот он веерочек. 2 столбика с накидом. Раз, два. Воздушная петля. И сюда же 2 столбика с накидом. Раз и 2. Смотрите, в общем, что получается. Вот, видите? Вот такая вот как бы бабочка, да? Дальше повторяем то же самое. Давайте еще раз вместе. Итак, раз, два, три. Опускаемся вниз, захватываем все наши цепочки, вытягиваем ниточку и провязываем как столбик без накида. Есть. Опять 3 петельки. Раз, два, 3. И возвращаемся к нашему веерочку, да, к следующему. Захватываем окошечко. Окошечко следующее. Вытягиваем ниточку, провязываем веерочек. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 1 воздушная петля. Сюда же раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. И присоединяем. Раз, два, три, 4. Между 4 и 5 столбиками мы присоединяем наш веерочек. Красота? Скажите, красота. Итак, что делаем дальше? Дальше мы возвращаемся точно так же, вяжем как первый ряд. Точно так же мы провязали 4 ряда, к 5-му ряду присоединили, и у нас получится еще такая же бабочка. Справитесь? Давайте. Итак, смотрите. Вот я связала еще 4 ряда. Раз, два, три, 4. И 5-й ряд у нас идет, получается, в обратном направлении. Если здесь мы соединяли с лицевой стороны, да, бабочку нашу формировали, то здесь будет с изнаночной стороны. Чтобы вы не пугались, все то же самое. То есть я вот связала веерочек. Дальше у меня идет 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Так. И теперь вы захватываете все цепочки. Так. Ну, получается сзади, как бы, да, вот именно от них. Захватили ниточку и точно так же провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. И опять вяжем веерочек. Захватили окошечко и провязали раз столбик, 2 столбик, 1 воздушная петля, опять раз столбик, 2 столбик. Так, вот такая вот красота и выходит, получается. Понятно? То же самое и здесь. Так, смотрите, вот я довязала 5-й ряд, да? Вот такая вот красота у нас получается. Изнаночка аккуратненькая, лицевая сторона.
Ну, похоже, скажите, на бабочки, да? Крылышки, бабочки, бантики ли? Ну, скажите, классно, да? В копилочку ваших идей будет шикарно. Итак, если мы набирали с вами 30 петелек, если такая же плотность вязания, такой же крючок, такие же ниточки, да, у нас получается 16, ну, с половиной сантиметров, так, в длину. А в высоту получается сколько? 12 рядов, но посчитаем по верхушке вот этого элемента, да? Получается отсюда, ну, тоже 12, ну, 12,3 сантиметра. Ну, классно. Если это будет у вас какой-то, может быть, комплектик, шарфик, шапочка, классно будет, пледик. Это может быть кардиганчик. Это может быть, в принципе, как какой-то элемент декора. Просто на обычном полотне из обычных столбиков, да? Но идей много. Я надеюсь, вы придумаете, куда можно, скажем, воплотить данную идею. Можно же, конечно, бабочки разным цветом делать. Представляете? Вот беленький, желтенький, голубенький. Классно будет. Не забывайте ставить лайки. Надеюсь, вам очень понравилось. Комментируйте, подписывайтесь на канал. А также ставьте колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. До новых видео. Всем пока-пока.